Намеренно с утра я ничего не говорил в своем видеоблоге по поводу гибели Павла Шереметы. Мне было интересно посмотреть реакцию политиков, политологов, короче, людей, которых приглашают в украинские СМИ для комментирования той или иной ситуации. На примере одного телеканала, телеканала 112, я сейчас вам это продемонстрирую. Со своей стороны я бы сразу призывал всех угомониться по поводу какого-то злорадства, еще чего-то. Павел Шеремет, вернее его издание, участвовало когда-то в травле, развернутой против меня. Тем не менее, я не держал никакой абсолютно злобы на этого человека. И давайте не будем животными. Ну, погиб и погиб. Ну, а теперь, в общем-то, начинаем. Російський слід, як я, до речі, його ніколи не відкидав у справі Гонгадзе, я вважав, що над тим стоять російські спецслужби, я був у випадку Шеремета теж не відкидав. Российский след. Российский след является второй версией по значимости, но на самом деле он выходит на первый план, потому что это модно, потому что модно сказать, это российский след, и кому это было выгодно. Понятное дело, Кремлю. Вот это комментирует отрыжка партии регионов, которая потом вдруг внезапно перекрасилась, Черновол, Тарасик. Дестабілізувати суспільство, вигнати нас в систему певної депресії і страху. Но после того, как общество будет погружено в атмосферу страха, а по-другому вызвать атмосферу страха невозможно, как только убийством Павла Шеремета, который вел передачи, которые не пользовались большой популярностью, давайте говорить прямо. Но, хорошо, вот погрузили в атмосферу страха, что дальше произошло? При тому, що паралельно позбутися небажаного, неприємного і чужого для себе журналіста, з яким у Росії є досить серйозні свої претензії і проблеми, тому що він пішов, коли там почали закручуватися гайки, пішов з російського телебачення. Вызвали атмосферу страха, погрузили общество в эту атмосферу, ну и одновременно избавились от какого-то неудобного журналиста. А неудобного чем? Чем был неудобен Павел Шеремет? У меня вообще создается впечатление, что многие люди, которые сегодня выступали, они не следили за его деятельностью. Для того, чтобы проследить за его деятельностью, достаточно зайти на его Facebook, на его Twitter и посмотреть, можно ли было за что-то убить человека, вот связанное конкретно с деятельностью, скажем так. Но ладно, пошли дальше. Ну вот он находился в машині своєї гражданської жени. Давайте це особисто. Я б краще в ці речі не ліз. Ну, тобто, окей, знаходився. Тобто, це відкинути. Я знову ж кажу, слідство. Тобто, слідство все вирішить. Этого помощника Фойкометов мы знаем по программам телеканала ICTV. Он постоянно рассказывает, что-то выступает там в качестве эксперта во всяких передачах, которые мы потом успешно разоблачаем. И вот журналистка его спрашивает, а он ехал в машине своей гражданской жены. Но гражданская жена, ведь это не просто гражданская жена, это Алена Притула. А Алена Притула является руководителем «Украинской правды», той самой «Украинской правды». Но политолог говорит, давайте в это не лезть, есть следствие, вот следствие там, и разберется. Настоящей целью мог быть не сам господин Шеремет, я не силовик, я думаю, хай краще міліція про це говорить, я думаю, вони опрацьовують всі можливі сценарії. Журналист опять-таки задает вопрос, но ведь настоящей целью мог быть другой человек, то есть Алена Притула. А политолог говорит, нет, я бы не стал в это, милиция разберется, милиция есть, она разберется дальше. Я думаю, це його версія, знову ж таки, я б краще порадив, щоб цим займалися професійні силовики, які, власне, за це отримують гроші. Ну, еще один раз он говорит, давайте, есть силовики, они разберутся, когда журналистка говорит, что, может быть, это связано с расследованием по Одесскому припортовому заводу. Разберутся силовики, зачем нам в это лезть? В наступний раз, наприклад, якщо це російські спецслужби і це буде доведено, щоб їм було невигідно це робити, щоб суспільство повинно помудрішати, і щоб ось такі провокації, вони були взагалі з нульовим ефектом. Николай, вот давайте мы сейчас продолжаем следить. А вот про российский след он говорит с полным удовольствием. И тут уже журналист его прерывает. Ну давайте все-таки дождемся каких-то реальных там результатов расследования. Не-не-не-не, про российский можно говорить. Якщо це, наприклад, версія Кремля, то це спеціально робилося саме в центрі Києва. Для того, щоб навести резонанс. Для того, щоб збентежити суспільство. Для того, щоб навести страх і паніку. Опять взорвали Шеремета в центре города для того, чтобы навести страх и панику. И про российский след он говорит с удовольствием. Давайте згадаємо перший рік війни. Заміновували театри, кінотеатри, заміновували вокзали. Тобто намагалися нас всіх ввести в стан депресії, ввести в стан страху для того, щоб паралізувати суспільство. Помните, сколько кинотеатров заминировали, торговых центров, и вокзалов?
Что не помните? Вы имеется в виду, наверное, по вот эти телефонные хулиганы, которые каждый день что-то минируют. Это Путин ими руководит. Для того, чтобы погрузить, опять-таки, общество в атмосферу страха. Зачем? Чтобы захватить Украину. Это же очевидно. Суспільство не завмерло від страху і не пішло здаватися Путіну, як того він чекав. Но идем дальше. Вполне возможно, что убийство Шеремета, так как Шеремет был известен на весь мир, да, то, возможно, это пощечина Путина Европе. Він був відомий не тільки в Україні. Тобто, можливо, це меседж всьому світу, можливо, це такий ляпас Путіна Європі. Но дальше журналистка говорит, слушайте, а если все-таки не говорить о российском следе, и что он ей отвечает? Вот если все-таки не говорить сейчас о российском следе в этом деле, то кому внутри Украины может быть выгодна смерть журналиста? Знову ж таки, це до правоохоронних органів, там є різні версії, щоб ми зараз не оклеветали когось там. Ну, это же просто грандиозно, согласитесь. То есть, чтобы мы никого не оклеветали, потому что если внутри Украины на кого-то рот раскрываешь, то это как бы уже стрёмно. А на Путина можно. Его-то клеветать можно, темнейшего. Тьфу на него! Ну, а теперь Поярков. Комментирует Поярков. Человек, у которого не получилось пролезть в политику, как он не пытался. Но он, вроде когда-то он был художником, но человек, который постоянно любит рассказывать об одном человеке, о Пояркове. И для того, чтобы, опять-таки, попиариться немного, он решил рассказать о Шеремете, вернее, об убийстве Шеремета, с того начать, что он с утра был как раз у друга на конюшне, и там это услышал. До речі, я сьогодні зранку саме дізнався про його загибель, коли випадково я був у знайомого на конюшні, і випадково ми включили телевізор. Можно было так еще сказать. Сегодня, когда я ехал в Бентли, я как раз таки включил радио. Это очень важно, конечно же. Ну и без сомнения, мнение вот этого вот клоуна очень важно. А мнение – это рука Кремля. Я думаю, що це було навмисне вбивство для того, щоб розхитати ситуацію. Це було навмисне вбивство провокаційне. І моя особиста версія, що це російські спецслужби. Когда-то он подрался с Бузиной. Вот его не попускает до сих пор, и ему даже мертвому Бузине надо мстить постоянно. Поэтому он говорит, что надо теперь расследовать это дело, потому что, извините, это же не Бузина. І то, що тепер нашій владі треба розбитися, в кров розбитися, але знайти винних, це очевидно. Ви знаєте, я, може так негарно казати, але це вам не Бузина. А дальше я для себя узнал, что Павел Шеремет умер за мою свободу. Це людина, яка фактично загинула за вашу и нашу свободу. Эксперт из России, ему ситуация напомнила, слушайте сами. Мне эта ситуация кажется чем-то знакомой. У меня есть такое ощущение, что я что-то подобное однажды видел и в каком-то подобном настроении был. Знаете, когда? Это было 1,5 года тому назад, когда в Москве был убит Борис Немцов. Антон Геращенко. Без сомнения, у этого человека двух мнений быть не может о том, кто совершает все преступления на территории Украины. И получается, что это все начинает быть похожим на дело журналиста Гнат. То есть заговор, уничтожение видного известного журналиста, известного интернет-издания. Поэтому одна из версий, я думаю, должна быть изучена и российский след. Дружбан Антона Геращенко, советник министра МВД Украины. И версия его, очень оригинальна. Хочу в цій ситуації підтримати свого колегу Антона Геращенка і, безперечно, виключати російський слід не можна. Журналист Радио Свобода вещает из Минска, по всей видимости, прямо из тюрьмы. Так, я вважаю, що це дестабілізація України, крок до дестабілізації в Україні, щоб посіяти і страх, і паніку, і серед журналістів, і в політичних колах. Опять-таки, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять страх и панику в журналистских кругах, да и вообще в обществе. А кому это выгодно? Понятно. І хто може бути в цьому зацікавлений? Я знаю лише одну країну, яка в цьому зацікавлена. Це не Україна, це не Білорусь, а це Росія, яка веде агресивну політику щодо України і спробує дестабилизировать. Есть одна страна в мире, по сути, которая в этом заинтересована. Конечно же, это Российская Федерация. К слову, Российская Федерация заинтересована во всех преступлениях, которые происходят в Украине, потому что они тем или иным образом раскачивают ситуацию. Тобто політично це їм
вигідно там у Кремлі. Українцям це абсолютно не потрібно, білорусам це не потрібно. Ми хочемо миру. Таким образом, вот это вот преступление, которое произошло сегодня же, а сегодня же, я объясню, по центру европейской столицы, уже после убийства Шеремета, мчались две машины и стреляли, как я понимаю, друг в друга. Ну, перестрелка, обычная перестрелка, обычная для европейской столицы. Так вот она, эта перестрелка, выгодна кому? Да Путину, понятно. Потому что украинцам-то невыгодно дестабилизировать ситуацию. В машине явно сидели ФСБшники. Тим часом у Києві далі неспокійно. Повідомляють, що в Києві в районі Ленінградської площі сталася перестрілка. Вогонь ведеться з двох автомобілів. Про це повідомляє ДТП Київ.UA. Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко сам Бог велел, конечно же, увидеть в этом российский след. В умовах війни, в умовах агресії, я, до речі, не виключаю тут і присутність закордонних інтересів. Ну и едва-едва вырвавшемуся из кровавого Мордора Киселеву, тут, по-моему, тоже все очевидно. Это политическая провокация, что убили очень известного журналиста для того, чтобы потом устроить очередной пропагандистский вой и крик на тему «Вот, посмотрите, до чего революция, так называемая революция достоинства довела». Вот так вот на примере одного телеканала, далеко не полного дня и далеко не всех экспертов, которые сегодня экспертили, я вам продемонстрировал, какая версия будет, на мой взгляд, доминирующей до тех пор, пока не нужно будет озвучить того, на кого захотят это списать. А захотят списать, по моему скромному мнению, на человека, который будет причастен к одной из политических сил. Или новых, или уже давно созданных. И эта политическая сила будет вынуждена слететь с выборов. Ну, это лично мое мнение, и я так думаю. В ближайшее время мы будем слышать только о руке Кремля. У меня все.